Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на ноябрь. События ноября, которые скоро, а возможно и неожиданно придут в вашу жизнь или придут на ваш порог. Чего вы не видите, чего вы пока не знаете, о чем вы не подозреваете, а это произойдет или окажет влияние на вашу жизнь. Давайте с вами узнаем. И первая колода карт «78 дверей». Вам она хорошо знакома, открыты двери или закрыты. Может быть, куда-то мы и сами не будем собираться, да, или мы вообще махнем на что-то рукой. Но вот принципиальное значение двери имеют и каков ключ. Давайте с вами узнаем. Достанем три карты, как три знака судьбы. Не задаем вопросов, а позволим потоковой информации рассказать, чего же будут касаться события ноября. Возможно, это те сферы жизни, где вам придется, доведется принимать важные решения. Одним словом, именно подсказка, знак судьбы. Давайте узнаем. Первый знак судьбы, второй для весов и третий, что-то важное. И вот еще из разряда того, что нам нужно услышать, позволим картам рассказать нам об этом. И мы произвольно достаем 6 карт, не задавая вопросов. Чего вы не знаете, это случится или произойдет. К чему быть готовым? Давайте так построим наш вопрос. Что скрыто от вас может быть пока, а будет явью? Итак, 6 карт. Что скрыто? О чем вы не знаете, не подозреваете, а это случится или произойдет. Чего, возможно, вы пока не видите, а как-то конфигурация событий сложится именно в эту сторону, пользу, может быть, для вас. И потом мы зададим вопрос, а вообще зачем это все было нужно. Ну, давайте сначала. И вот сначала такое многообещающее у нас с вами начало, десятка кубков. Карта радости, карта счастья, карта любви, дома. Кстати, подписание каких-то важных документов, соглашений вот именно в этой колоде. Потому что нам показывают свадьбу. Свадьба может быть у кого-то решение вопросов по части личной жизни. Или когда вы до этого периода, может быть, и поссорились, можно помириться. Может быть, и другая какая-то история. Мы ведь все разные, правда? Может быть, у кого-то это связано даже с тем, ну, как обратная, да, ситуация. Была не просто связь, а может быть и были какие-то отношения, но они уже давным-давно утратили былую привлекательность, но де юре не оформлены. Все же нам именно показывают, как, ну, скорее из храма выходит, да, венчание состоялось. Но венчание, как и соглашения, договоры, какие-то имеются в виду важные процедуры. Вот для вашей радости, для ваших возможностей вы чем-то останетесь довольны. Вот такой знак судьбы. Тут явно от чего-то нельзя отказываться. Кстати, десятка кубков предполагает также и финансовую сферу, когда несколько сфер жизни складываются в красивый узор. Второй знак судьбы — чего-то не упустить. Ух ты! Карта сила. С одной стороны, мои дорогие девочки, это ваша сила, все же чаще это карта женской силы, и отчасти личная история. Вы будете притягательны для мужского пола. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть тоже как свидетельство, что есть женщина, которая тянет к себе, как магнит. Я такое допускаю, страстная любовь. Иногда есть такое значение, но все же, чаще всего это именно старший аркан сила, энергетика, как у мага. Да, дверь закрытая. Вот нам как раз о вашей дипломатии. Вы королева дипломатии. Нам говорят о том, что договариваться, скорее всего, придется. И вот пусть в этой двери нет ключа, но есть страж дверей. Это лев. И он подчиняется прекрасной деве, потому что не чувствует от нее агрессии. Вот, по сути, дипломатия вам дает какие-то неограниченные возможности или что-то для себя совершить хорошее. Но это подразумевается, что это не монологи, а именно диалоги, правильно выстроенные разговоры. Может быть, даже с позиции того, что, ну, с кем-то мы и не согласны, может быть, и нам тоже не на 100% что-то нравится. А вот либо преамбула темы такова, что продолжать все же стоит, либо это какие-то знаковые персоны, все же старший аркан, он подразумевает внешние события,
которые для вас складывают сейчас какую-то, ну, как возможность новую. И задача это не упустить. И именно через дипломатию, через какие-то договоры перед вами откроются, да не одна дверь, а неограниченное количество дверей. Но это да, это на самом деле ваши возможности. Хотя иногда, вот посмотрите, конечно, рыцарь кубков в целом будет говорить о хорошем настроении, об эмпатии, о, знаете, таком возвышенном, может быть, даже полете души, когда бабочки в животе у кого-то, любовь, правда. Но все же карта говорит о том, что закрытых дверей ведь нет. Вход в грот — это и есть, по сути дела, входные ворота, да, или эти самые двери. Но прежде чем вы туда попадете, холодный душ в виде водопада. Но это то, что вы видите. Вот мы видим этот водопад, да, и это уже какой-то расчет. Мы понимаем, что, ну, может быть, не очень приятные ощущения нам предстоят, но оно того стоит. Хотя тоже карта говорит о том, что то, что тебе как откроется взору, совсем не обязательно будет радовать. Но, видимо, оно того стоит. Вот тут как карта может говорить о хорошем настроении или о каких-то возможностях, но не беги впереди паровоза. Вот такое значение. Будь готов к каким-то неожиданностям. Второе значение. И будь готов корректировать планы, если что-то пойдет не так. Это третье значение. И четвертое значение. Пока, ну, какую-то далекую такую дистанцию ты еще не выстраивай. Искусство мелких шагов вам буквально помогает, потому что по рыцарю кубков это все равно как начало-начал. Но как оно будет продолжено, мы еще пока не видим. Стало быть, есть какие-то итоги или то, что вас радует, но и какая-то перезагрузка, как с новыми перспективами, в новый путь. Давайте откроем наши карты, чего вы не видите, не знаете, что скрыто. Вот это да! Мои дорогие весы, те, кто смотрит мои расклады давно, согласитесь, очень редко выпадают или две карты силы, две карты солнца, или две карты мага. Как усиливают, знаете, какая-то квинтэссенция вашей силы. И что интересно, женской силы, я сказала, да, карта, а здесь, тем не менее, колода колесо года, здесь на мужчина такой, воин буквально, который останавливает быка. Тоже мы себя усмиряем, мои дорогие, как вот лев не чувствует агрессии от девушки, так и мужчина где-то, может быть, с чем-то и не согласен, но тем не менее обстановка, все то, что я сказала по аркану сила, такова, что нельзя чего-то упустить. У кого-то из вас союз двух сильных, но сложных людей. Оно так и бывает. С простыми неинтересно, а с сильными всегда сложно. А тем не менее может сложиться прекрасная пара. Какие-то отношения надо продолжать. Может быть, эти отношения касаются дела, работы, бизнес или ваши мечты, мои дорогие весы. У вас ведь время возможностей наступает. Поэтому это где-то с заходом на 26-й год и вообще на далекую перспективу. Да, это будет где-то проходить та конфигурация, все то, что я перечислила по этой карте. Подробно и по пунктам. Почему? Да потому что мы ожидаем, что совсем скоро, но это произойдет уже в 26-м году, с 27 марта 26-го года, когда планета Уран, планета инноваций, революционных перемен, войдет в знак зодиака Близнецы. Вот какая-то история, которая длилась до 9 ноября, с конца лета и, может быть, осенью для вас, могла быть подсказкой, как будут развиваться перспективы или чем вы придется заниматься на последующие 7 лет. Ну, для кого-то. Или давать какую-то, ну, знаете, в виде подсказки траекторию, чему нужно уделить внимание. Но это так, чисто планетарный момент. Ну, для кого-то это будет тоже, может быть, важно услышать. Вот правда, перед вами открываются уже в ноябре какие-то возможности. А я бы сказала, для нас 9 ноября открывается коридор возможностей. Поэтому не упустить возможность определенно стоит. Время вашей силы. Но еще нужно подумать, как что-то согласовать, как эту силу соединить с обстоятельствами или с тем, что есть на данный период времени в вашей жизни сейчас. Но вот ни разу не отказываемся мы тут от чего-то, хотя свое собственное можем корректировать мировоззрение. А, кстати, до конца 2025 это очень важный момент
строить правильные социальные связи. Вот с чем-то подобным вы тоже можете заниматься и видеть в этом определенную не только перспективу, а даже полезность. Ладно, давайте откроем. Что еще скрыто? Шикарно. Праздник после победы. И эта карта сразу в себя включает два момента. С одной стороны, жезлы, дела, работы, бизнес и откуда к нам поступают деньги. С другой стороны, дом. Вопросы дома, вопросы домочадцев, вашей семьи, построение отношений. Но праздник после победы – это когда все сферы жизни, только что сказала об этом, и карта подтверждает, вы соединяете в красивый узор. А вы можете сомневаться, чего-то не видеть. Точно. Для вас карты складывают, знаете, такие, может быть, обстоятельства, когда прежний какой-то проигрыш, тем не менее, он будет разрешен, или какая-то прежняя ситуация, которая вас держала как в тисках. Может быть, это был, как знаете, сгусток боли. Я всегда говорю по тройке мечей, но ведь любая тройка – это карта будущего. И вот сейчас это раньше был сгусток боли, или было какое-то разочарование. Часто, пусть не в этой колоде, но в других мы знаем, что это израненное сердце. Но вот теперь это не болит. Это нам показывается как безжизненная какая-то пустыня. Не имеет значения там находиться. Не имеет значения уже об этом горевать. Все уже закончилось. И вот как 3 меча вонзили в землю, и на рукоятках сидят 3 мудрые птицы. Филин, ворон и сова, мои дорогие. Вот какие-то мудрые решения в ноябре по прошлой ситуации вы будете принимать. Причем, знаете, ситуация-то ведь уже давным-давно закончилась, поэтому и карта будущего. Но, может быть, мы длительное время, знаете, еще эмоционально чувствовали отголоски, или мы никак не могли в нашей собственной душе проститься с этим, или перестать думать, да, вот наши мысли, это сложно. Ну, как ты себе можешь запретить не думать? Вот она и крутится, эта мысль. Так вот, какие-то разочарования вас буквально оставляют, и на смену им приходит мудрость. Но вам будет помогать вот эта минусовая ситуация. Наверное, еще раз не найти какие-то грабли, а в некоторых вопросах видеть реальность такой, какая она есть. А может быть, не такой, как нам ее транслируют. Вот это такой очень важный, существенный момент. Потому что что скрыто? Мы куда-то, вы, мои дорогие весы, явно не должны на что-то согласиться, на какой-то минус для себя и не повторить вот ту прежнюю историю, связанную с разочарованиями, которую вы уже однажды пережили. Холодная голова вам в этом помогает. Что еще тут скрыто? По королеве жезлов это может быть как и ваша сильная позиция, безусловно, но опять же и страстная любовь. Вообще по королеве жезлов проходят те люди, которые много раз за свою жизнь поднимались с колен. Именно жизнь, обстоятельства научили действовать как-то красиво, элегантно, скажем, не откликаться на первую услышанную информацию, найти недостающие звенья или перепроверить. Королеву жезлов и отличает то, что она умеет правильно работать с информацией и хранить тайну. Она хранит секреты и свои, и чужие, и поэтому ей больше доверяют. А кто владеет информацией, тот владеет миром. Есть же такая поговорка. Вот информация вам будет и правильная аналитика в чем-то помогать. Куда вы пойдете, ну буквально может быть выбор направления, а что вы сведете к нулю. Но храните молчание по некоторым вопросам. Карта говорит, что вы сами должны себя сохранять. Вы не должны быть, мои дорогие весы, открытой книгой для окружающих. Это вам придется скрывать. Хотя вы-то как раз какие-то тайны можете и узнать. Но это, может, и будет связано с какими-то новостями. Хотя я больше вижу нет. Это для вас наступает ясность, потому что как какой-то пазл сложился. Может быть, это будет связано воедино из вашего прежнего опыта как раз и той реальной обстановки, которая присутствует в данный период ноября. Что скрыто или что прояснится, да? Что случится, произойдет, правда, какие-то очень важные согласования, мои дорогие. Шестерка, во-первых, 6 – это всегда победа. Шестерка пентаклей – это еще и помощь высших сил. Это, знаете, не случайные случайности, это какие-то возможности. Я должна сказать, что если у кого-то из вас
тот или иной вопрос, тема стоит на уровне согласований, соглашений, или, может быть, даже какая-то финансовая тема, которую вы должны закрыть. По этой карте есть люди, которые нам либо дают дельный совет, именно не какие-то там пространные советы, да, постороннего. Нет, это то, когда человек эксперт в каком-то вопросе, или он что-то подобное пережил, или решал подобный вопрос, и он нам дает эту подсказку, и мы понимаем последовательно, да, поступательные наши движения, шаги, какие они будут. Вот дельный совет именно вот с этой позиции. Или есть человек в вашем окружении, который вам может прийти на помощь и выручить, может быть, в какой-то сложной финансовой ситуации. Но эта карта не говорит, что мы тратим деньги направо и налево. Эта карта тоже говорит: помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Поэтому деньги как будто есть, но их вам нужно продумать на последующий период. Они вам понадобятся. И, может быть, простроить правильные социальные связи — это для вас тоже некоторый базис и надежность. Но вообще по этой карте шаг за шагом мы идем к нашей мечте, мои дорогие, что скрыто. Поэтому много ресурсов в ваших руках, но вот задача, как их применить. Это ни разу не о том, что мы расслабились и вот буквально завтра нам в ладони насыпет пространство звезд и возможностей. Все карты будут касаться именно вашей какой-то деловой активности, ну или активности, пусть даже по личной жизни. Но это, знаете, надо подумать, как мы поступаем, что мы транслируем, о чем мы говорим, о чем мы соглашаемся. Аналитика, она практически присутствует в каждой карте. Все имеет свой смысл, мои дорогие. Ладно, что вы еще не видите? Ну, может быть, вот смотрите, вы завершаете действительно какую-то историю разочарований, вот какую-то пировую победу. Может быть, и, кстати, в вашей жизни, когда вы настаивали на своем, и я вполне могу допустить, и правда-то тоже была на вашей стороне. Но если мы через доказательства, ничего не получается. Каждый расходится, вот да, как вы и оппонент, в разные стороны. Каждый остается при своем мнении. А здесь нужно выстроить диалоговую форму, нивелировать какой-то конфликт. Есть возможность, чего вы не видите, может быть, вы пока не знаете, а в ноябре сложится именно такая ситуация. Вам, кстати, может кто-то помочь со стороны. Вот если есть этот конфликт, свести его либо к нулю, либо нейтрализовать какую-то напряженную обстановку. Здесь определенно есть какие-то, ну, как третьи силы или третьи лица. Может быть, это и есть вот именно ваша утроенная мудрость, как правильно подойти к тому вопросу, потому что явно вот конфликт не помогает. И карта говорит: ищи какой-то почетный компромисс. Так вот, у вас будет возможность принять Соломоново решение по какому-то сложному вопросу. Давайте мы дополним наш расклад, прогноз. А зачем вообще это все нужно? Или к чему это идет, как это продолжится? Или прояснится? Будь готов к неожиданностям. Возможно, вам придется быстро собраться, подпоясаться и буквально оставить какую-то рутину и поехать. И причем это карта скорости, когда мы не должны потерять времени, потому что будет возможность, но она где-то будет увязана со временем. Если мы себе скажем: это я буду думать потом, так вот мы потом соберемся куда-то, а уже как конфигурация в пространстве поменялась. Тут именно скорость и время для вас не последний фактор. К чему это идет? Вот посмотрите, карта будущего, какое-то будущее. Но, кстати, по этой карте вроде бы будущее, да? Звезда, а девушка наша неподвижна. Вот это то состояние, когда мы тоже аналитика. Мы проверяем, все ли мы взяли с собой в будущее. Это, знаете, какая-то очень кратковременная пауза, когда мы должны проанализировать, что мы оставляем за спиной в прошлом, а что берем с собой в будущее. Перезагрузка, мои дорогие весы. Какие-то мудрые решения, посмотрите, аркан отшельник. Я должна сказать, вот если были помехи, то вот вам никто не мешает. Люблю эту карту. Что бы ты тут ни задумал или не задумала, может быть, и придется еще какой-то длительный путь пройти как будто в одиночку. Это может быть ваша тема.
по творчеству, по работе, ведь всегда это жизненный путь. Или это ваша задумка, лично ваша, мои дорогие, это важно для вас. Да, есть какие-то согласования и важные люди, но тем не менее есть какой-то проект, который только вы видите, а другим он либо не интересен, либо непонятен, либо вообще, что это такое, я не знаю. Но для вас-то это важно, и вам следует что-то продолжать. Причем рассчитывать на самого себя. Карта мудрости, карта возможностей. Но есть какая-то задумка, которая быстро не решится. Есть то, что будет быстро решено. Но есть и то, что требует какого-то очень внимательного подхода, изучения. Может быть, карта говорит еще о чем? Это вы можете быть вот как этот философ, мудрец, когда к вам обращаются люди, правда, за помощью. Но вот тогда будьте внимательны. Одно дело помощь как по отшельнику, это какие-то мудрые советы, да, или ваша аналитика, мои дорогие. Но не включение все-таки в финансовый вопрос. Храните деньги, тогда вот эти две карты могут вам говорить, что тебе понадобятся весы, деньги, а ты как будто можешь в каком-то деле проучаствовать, или тебя уговорят, вот перепроверяйте информацию и задавайте себе вопрос, а надо ли мне туда идти или нет. Нужно ли мне включаться в какие-то траты, например, или вкладывать куда-то деньги. Ну, ведь у каждого по-своему. Вы как раз можете рассматривать дополнительный доход или, ну, какую-то, может быть, даже деятельность, которую вы планируете монетизировать, сделать источником дохода. Но тогда вот эта аналитика мудрая, она вам тоже помогает. Давайте еще одну карту достанем. Ну, есть и вопросы личной жизни, любви, дружбы, правильные социальные связи. Шестерка чаш– это те общения с людьми, которых мы хорошо знаем. Да, отчасти это может быть и ностальгия. Может быть, это то, что, ну, где-то у нас приходит как ностальгия. И тут вот будьте внимательны. Есть то, что, может быть, и нам нравилось когда-то, но мы не можем это продолжить. Может быть, это где-то ностальгия, которая будет соединяться вот с этим арканом. Тройка мечей. Тогда мы в этом не то что точку, мы 3 жирных точки поставим и, обретя мудрость, пойдем вперед. Но карта ведь может говорить еще о чем. И, кстати, ноябрь– очень символичный месяц, когда или мы кого-то можем возвращать, или нас кто-то может возвращать. Видимо, все строится на целесообразности. Плутон в директном движении, ну, где-то плюс-минус, да, вот создает нам в ноябре, в начале или где-то загодя, создает для нас такую конфигурацию, когда вот те скелеты в шкафу или то, что мы думали о чем-то, какую-то прежнюю историю, может быть, мы никому не рассказывали, мы что-то хотели осуществить, или наоборот, это ваша какая-то тайна. Тут ведь Плутон нам как будто ее достал, да, вот этот скелет из шкафа, и нам демонстрирует, и спрашивает, тебе это действительно нужно? А зачем? Вот что-то такое вы тут можете на будущее или с прицелом на будущее для себя решать. Как будто наводите порядок, чистку в своей жизни буквально. Ну, может быть, кто-то и генеральную уборку на таком бытовом уровне, но тут, судя по всему, что-то более высокое, более знаковое, потому как, ну, есть какое-то завершение, как безжизненная пустыня. Там уже ничего не вырастет. Поэтому, если, к примеру, даже возвращаются наши бывшие, да, ну, такое бывает, пробуют, все решать будете вы сами, мудро. И если были прежние проблемы, понятно, что проблемы никуда не делись, не ушли, и нам придется Соломоново решение так точно принимать. Но, видимо, вам, мои дорогие, только весы решать, что может быть продолжено и в каком контексте. Но возможности у вас поистине какие-то волшебные. Прекрасное время. Ваше время, хочется сказать. Перекладывайте на себя. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, меня вдохновляющие комментарии. Я вам за них всячески благодарна. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.